Я уже много раз слышал слова о том, что в оригинальном моде DayZ к Army 2 контента было больше, чем в отдельной одноименной игре. Хоть с этим я и не согласен по большей степени, ведь модификация была куда более поверхностной, чем игра. Последней еще много чего не хватает. Вертолетов, например. Приветствую. В этом видео речь пойдет о глобальной модификации к DayZ, Expansion. Видео носит информативный характер, без моих впечатлений. В данный момент идет закрытый тест, доступа к которому у меня нет. Но команда разработчиков щедро делится информацией и отвечает на вопросы. Итак, мод привносит в игру целую тонну контента, включая геймплейные и визуальные улучшения, а именно измененная карта Черноруси, новая техника, в том числе воздушная и водная, переработанное освещение, расширенное строительство, динамические миссии, в том числе с враждебным ИИ, система человечности, уникальная реализация торговли, а также чат и уведомления. Теперь, внимание, каждый пункт может быть включен или выключен на сервере, а также некоторые можно настраивать согласно своим предпочтениям. Разберем каждое нововведение по отдельности. Карта Черноруси была доработана, добавлено куда больше растительности, все выглядит действительно заброшенным. Появились действительно огромные, не как в оригинале, дорожные заторы, проехать по которым будет трудно. Но где много машин, там и полезных вещей найти можно куда больше. Интерьеры зданий также были переработаны, в них добавлено больше деталей. Теперь жилые дома походят на таковые, а не на пустые коробки со шкафом и столом. А стеллажи в промышленных зданиях завалены всяким хламом, прямо как моя кладовка. Что касается новой техники, ее хватает. Начнем с главного для меня – вертолеты. Старые добрые Хьюи в разных вариациях – Little Bird, Ми-8 и Merlin. И внезапно самолет. Ан-2. Как я уже говорил, доступа к тесту у меня нет, но те, кто летали, говорят о схожести флайт-модели на ту, что есть в арме. Также есть и новая наземная техника – Хамви, Водник, УАЗ в разных вариациях и, конечно же, трактор и автобус. Для любителей мода Origins тоже есть подарок – лодка-амфибия, способная ездить по земле и прекрасно себя чувствовать на воде. Также есть военный катер и рыболовецкая суденышка. Тут уже ничего особенного. А теперь то, что меня сильно удивило. Игроки могут передвигаться по любому транспорту во время его движения. Чтобы быть пассажиром в лодке, достаточно просто в ней стоять, нет необходимости занимать сиденье. Также и в вертолетах. Это означает, что из техники совершенно спокойно можно вести огонь. Такое свойственно какому-нибудь Star Citizen, но никак не DayZ. Каждую единицу техники для использования нужно, конечно же, починить и собрать, так же как и стандартные машины. Освещение. Оно просто шикарное. Стандартное тоже хорошо, но оно вообще не идет ни в какое сравнение с новым. Посмотрите сравнение света внутри помещения. Также тени стали темнее, что сделало картинку более контрастной. В этот пункт можно включить и рабочее уличное освещение в городах. Для его питания необходим заправленный генератор. Так что теперь город можно будет по-настоящему обжить, не ограничиваясь застройкой одного дома. И, конечно, возможность включения освещения можно отключить. Строительство расширили, добавили новые объекты, стены, потолок и двери. Появился сейф с собственным кодовым замком и новые палатки. Вернее сказать, они старые, ностальгирующие по Army 2 будут рады. Строить теперь удобнее, можно включить примагничивание объектов друг к другу для большей аккуратности. Миссии похожи на те, что есть, например, в режиме игры Wasteland, все к той же Army 2 или 3. На данный момент есть два типа миссий, военные и гражданские, у каждой два подтипа, по сути, две сложности. На более простых миссиях проще лут, и к месту выполнения миссии легче добраться, да и само ее местоположение менее опасно. Например, военная миссия с хорошим лутом может появиться на заброшенном корабле в море, и речь не про то, что на севере от Березина, при этом еще и с неплохой вооруженной охраной. А обычная гражданская миссия появится в рандомном месте с охраной в пару зомби вокруг. Сюда же входит механика airdропов. На видео был показан момент с вызовом подарка с небес при помощи фаера. Система человечности была в оригинальном DayZ к Army 2. Здесь она играет такую же роль. Игрок на спавне чист как белый лист, но можно стать как бандитом, так и условно героем. Отличие от смены скина, так было ранее, в том, что по достижении определенного порога, положительного или отрицательного, на руке персонажа появляется соответствующая повязка. Череп на черной повязке у бандитов и белая повязка со стрелами у героя. При этом бандит свою повязку снять не может, ему остается только повышать свою человечность различными делами, делиться едой и медикаментами. А герой может снять повязку в любой момент. Но опять же, это не значит, что бандит вас всегда убьет, хоть это наиболее вероятно, а герой непременно поможет. Но некую уверенность в действиях встреченного человека дает. NPC-торговцы были уже в игре и модах, это не что-то новое. Можно заниматься перепродажей вещей от одного другому, так как стоимость вещей будет разная. Но здесь своя система, основанная на наличии или отсутствии объекта у торговца. Я все равно считаю, что торговля в DayZ нужна только настоящая, между игроками при помощи бартера, а не каких-то бумажек. Но кому-то торговцы нужны, и эта система может оказаться интереснее других. В интерфейсе изменений немного, но они также способны упростить игру. Опять же, я лично считаю это вообще ненужным. При входе на какую-то определенную территорию, будь то город или деревушка,
игроку будет показываться название этого места, как было раньше в моде во время захода на сервер или спавна. Также можно включить текстовый чат. Чат как чат, ничего особенного. Уведомления из себя представляют всплывающие сообщения в углу экрана о заходе нового игрока на сервер, о начале ивента или миссии. Тут уже все понятно. Еще раз хочу уделить внимание моменту модульности модификации. Все можно включать или выключать отдельно, и почти все можно настраивать. Не настраивается только переработанное освещение, оно либо есть, либо нет. Команда разработчиков состоит из людей, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны благодаря их вышедшим модификациям. Это моды Weapon Redux Pack, Builder Items и Morgans от модера Not Banana. И модификация Community Framework от Jacob Mango. В команде на данный момент 10 человек, каждый из которых хочет сделать игру лучше. Вы можете посмотреть на работу этих людей на YouTube. Здесь достаточно видео от англоязычного сообщества на вкус и цвет. На Твиче также есть пара записей трансляций. Все это найти можно в Дискорде модификации. Ссылку я оставлю в описании. Я очень жду этот мод и надеюсь, что сумею найти сервер с ним по душе, где будет только наиболее подходящая часть аддона, без торговцев, чата и лишних уведомлений. В многолетнем ожидании нового контента от Bohemia Interactive, DayZ Extension — это глоток свежего воздуха с нотками ностальгии. По-моему, это то, чего сейчас не хватает игрокам, в прошлом наигравших в разные моды сотни часов. Сильно хочу полетать уже на чем-нибудь и рассказать вам свои впечатления. Модификация должна выйти в этом году, но, как говорят разработчики, не в ближайший месяц. Им есть над чем поработать, и они не торопятся выпускать сырой кусок кода. Что касается FPS, ведь при просмотре видео могло сложиться впечатление, что все это чудо будет лагать так, как раньше не лагал мод Корме. Спешу вас расстроить. Нет, это не так. В этом можно убедиться на тех же видео и стримах. С того времени сменился движок, и если раньше куча объектов в одном месте могла убить сервер, сейчас все иначе. Как только смогу пощупать все сам, обязательно расскажу и о производительности более подробно. На этом у меня все. Пишите свои впечатления о моде, интересен ли он вам, готовы ли вы снова проводить бессонные ночи, собирая UH1. Спасибо за просмотр. Чистого неба над головой.